Tu realidad cambia. «Бумажный дом» или «Money Heist». Очень яркая, с безумной остротой и темпераментом современная испанская теленовелла. У «Бумажного дома» миллионы поклонников по всему миру. Есть и немалая армия критиков, осуждающая создателей сериала и его владельцев в излишней затянутости и нелогичности сюжетных линий. Но одно можно утверждать точно. Сериал никого не оставил равнодушным. Так что же осталось за кадром? На какие жертвы шли создатели сериала и какие трудности им пришлось преодолеть, прежде чем вы увидели это творение? Как на съемках было безвозвратно утрачено 3 миллиона евро? Итак, группа грабителей, собранная преступным гением по прозвищу «Профессор», решила ограбить Королевский монетный двор и обогатиться на более чем 2 миллиарда евро. Заметьте, не украсть, обогатиться. Ведь они не берут деньги, а печатают их. Чем это воровство отличается, к примеру, от воровства ФРС и Всемирного банка, принтующих свои триллионы? В результате этого вклада бумажные банкноты официально становятся законными средствами платежа. 11 дней, 8 грабителей и 67 заложников, закрывшись в здании, будут печатать деньги, ссориться, влюбляться, выяснять отношения, рисковать жизнью. Нет смысла пересказывать весь сюжет, дабы не разрушать интригу и не портить вам удовольствие от просмотра. Съемки сериала, кстати, проходили в здании Высшего совета по научным исследованиям Испании. Королевский монетный двор отказал создателям, ссылаясь на режим секретности объекта, что вполне объяснимо. Как родились имена основных персонажей? Однажды майку с названием «Столица Японии» надел Алекс Пина, режиссер картины. Увидев ее, Хесус Кольменар, генеральный продюсер, решил, что это как раз то, что нужно. У большинства зрителей упоминание какого-то из имен городов обязательно вызовет волну ассоциаций, воспоминаний. Вот вам и фишка для подкупа потенциальной аудитории по всему миру. Остальное оформилось как само собой вытекающее. Роковая красотка а-ля Матильда из Леона, Токио, пытающийся повзрослеть до уровня настоящего мужчины, Рио, уличный пацан с золотым сердцем, Денвер, русский кремень, Москва, с виду стальная и такая хрупкая внутри, Найроби, прямолинейные рубаки, скандинавы, Хельсинки и Осло, и, конечно, притягательный эстет отморозок, Берлин. Но вернемся, собственно, к деньгам. В одной из сцен с парящего в небе дирижабля было сброшено и безвозвратно утрачено в самом центре Мадрида около 3 миллионов евро. Конечно, фейковых. Эпизоды на морском судне в Атлантике по фильму на самом деле проходили у побережья Таиланда. Согласно сценарию, было прохладно, и в кадре на лице актеров не должно было появиться ни капли пота. В то время как температура окружающей среды была плюс 40 градусов по Цельсию, и актеры буквально падали в обморок от высокой влажности и невыносимой жары. Гоготание Денвера было утверждено в сценарии еще до того, как Хайме Лоренте сыграл эту роль. И каждый актер из тех, кто прослушивался, интерпретировал это по-своему. Но лучше всех удалось это Хайме. В одной из серий хранилище наполняется водой. На самом деле камера хранилища опускается под воду. И единственной площадкой, где подобную сцену было возможно организовать, была Pinewood Studio
Великобритании. Многие из фейковых золотых слитков под воздействием давления воды были деформированы и испорчены. Ретушировать их внешний вид пришлось большой группе видеоредакторов с помощью монтажа. Сцена на пляже между Токио и профессором происходила в последний день перед самым вылетом съемочной группы домой в Испанию из Таиланда. В условиях высокой влажности и непомерной жары актерам никак не удавалось сыграть эту сцену. И казалось, что все придется переснимать в другом месте, в другое время. И, соответственно, выпуск очередного цикла сериала мог оказаться под угрозой. Но вместе с последними лучами заходящего солнца удалось отснять самый удачный последний дубль. И вся команда испытала огромное облегчение и спокойно вернулась домой. Белла Чао, красный комбинезон и маска Сальвадора Дали. Об этом в следующий раз. А пока все. Жду ваши искренние лайки и такие разные комментарии. Подписывайтесь на канал. Это интересное кино.